Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна, и сегодня я беру вас с собой в музей медицины. Надеюсь, там будет для нас что-нибудь интересное и познавательное. Я надеюсь, что благодаря этому видео вы сможете выучить новые русские слова, которые касаются медицинских инструментов, болезней, медицинских документов. История музея, посвященного развитию медицины в Беларуси, началась в 1958 году, когда профессор кафедры социальной гигиены Григорий Крючок своими силами собрал первую коллекцию предметов, которые и легли в основу современной экспозиции. На сегодняшний день это более 40 тысяч музейных предметов. Это медицинские инструменты, рукописные книги, тексты лекций по медицинским предметам, личные вещи медиков. Музей состоит из нескольких отделов. Отдел возникновения народной гигиены и врачевания в Беларуси. Отдел развития медицины в Беларуси в XVI-XVIII веках. Отдел развития медицины и охраны здоровья в Беларуси в XIX – начале XX века. Смотрите, какой старинный шприц! Развитие медицины в Беларуси напрямую связано с возникновением первых поселений на территории страны. А это макет белорусской избы, благодаря которому вы можете видеть, как раньше жили крестьяне в деревне. Интерьер очень аскетичный, есть только самые необходимые предметы. Для личной гигиены древние люди использовали вот такие костяные гребни. Этим гребням уже около 1000 лет. Мелкая керамическая посуда, которую вы видите, это мерная посуда для дозирования лекарств. Древние люди использовали костяные проколки в качестве скальпеля или ножа. Но понять причину своих заболеваний они не могли, поэтому верили, что в тело человека вселяются злые духи. Чтобы защитить себя от них, люди носили амулеты и обереги. Были и магические способы лечения. Когда своими силами не удавалось вылечить человека, люди призывали на помощь духов. Например, считалось, что валун богиня Мара вылечивал от разных женских заболеваний. С приходом христианства в Беларусь люди стали обращаться с молитвами к святым врачевателям Пантелеймону, Козьме и Демьяну, Параскеве Пятнице. Для изгнания злых духов знахари вместе с использованием трав применяли заговоры, то есть пытались исцелить человека волшебными заклинаниями. В XVIII веке в Беларуси открывается первое медицинское учреждение образования – Гродненская медицинская академия. Здесь готовили повивальных бабок. Сегодня их называют акушерками. Первое упоминание об аптеках в Беларуси – вторая половина XVI века. В
В конце XVIII века в Беларуси существовало около 40 аптек. Белорусские аптеки были хорошо оборудованы и были не хуже аптек Западной Европы. Аптечные приборы, утварь изготавливались на местных стекольных мануфактурах. В начале XIX века половина всей аптечной посуды Российской империи изготавливалась на территории Беларуси. А это медицинские инструменты начала XX века. В 1659 году в Минске было 2 аптеки, к концу XVIII века – 4. В начале XX века в Беларуси насчитывалось 297 аптек. На этих гравюрах показано, как были оборудованы аптеки того времени. А это алхимическая лаборатория. Один из уникальных экспонатов – фартук и косынка сестры Милосердия Могилевской общины Красного Креста. Эти вещи сохранились со времен Первой мировой войны. А это документы начала XX века и врачи, персонал больниц. Прейскурант цен на услуги или прайс-лист, он же такса Минской лечебницы зубоврачебной школы. Свидетельство повивальной бабки 2-го разряда, 1907 год. И выпускники медицинских учреждений образования. Стоматологические инструменты и оборудование XX века. Несчастные люди того времени, сколько же они страдали, я бы не хотела попасть в подобный стоматологический кабинет. Диплом. Мы придем к победе коммунистического труда. Ленин. А это устройство для лечения переломов пяточной кости. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пока!